Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Как всегда, говорим с Александром Лазаревым, украинским политологом. Александр, приветствую вас. Здравствуйте, рад видеть и слышать. Друзья, подпишитесь на Лазарева, телеграм-канал, ютуб-канал, все ссылки в описаниях. Подпишитесь, пожалуйста, на мой телеграм и ютуб, если еще не подписаны. Важный, я бы сказал, такой поворотный момент как бы нам преподнес Зеленский со своим турне, как бы гастроль, да, которая по большому-то счету мало чем увенчалась, потому что кроме подписанных очередных деклараций и документов мы очень как бы теряем войну в Украине на фоне тех событий, которые происходят в Америке и Ирана, на фоне ударов анонсированных и тут же исполненных по газовой, например, катарской инфраструктуре. Трамп, который колеблется, а это видно, его немножко зашатало, он даже какой-то такой полуоправдательный пост написал, мол, елки-палки, это ж Израиль, а мы не были не в курсе насчет ударов по иранским, да, скажем так, нефтяным и нефтехимическим мощностям. И Зеленский выглядит на этом фоне достаточно потерянным. Хотя монархии его поддерживают, но им бы самим разобраться, что дальше. Как вы видите эту ситуацию? Какой основной и самый главный итог турне Зеленского? И, собственно, насколько сейчас понятно, что иранские события вплетены в будущее урегулирования в Украине? Ну, судя по тому, куда он ездил, да, и то, что результата видимых нет, могу предположить, что встреча у него была и с представителями МИ-6, о которой прямо не говорят, и, скорее всего, разговор шел о том, что ему дальше делать и как ему выруливать из сложившейся ситуации после того, как Трамп сделал очень громкие и четкие заявления в его сторону. То есть он сказал, что опять будет возобновлена работа по аудиту, да, будут искать, куда делись деньги американских налогоплательщиков. Я хочу для всех сказать, что давно эта работа проведена. У ФБР есть документы и папки на каждого украинского чиновника, который так или иначе был задействован в коррупционных схемах высшего уровня по отношению к деньгам на американским налогоплательщиков. И, по сути, то, что мы увидели, да, там слив пленок Миндича через НАБУ, фигурирование определенной валюты, если все вспомнят, да, там, которая предназначалась для внутреннего использования в Соединенных Штатах Америки, которая каким-то странным образом попала на территорию Украины. Это был лишь 1%, который показали ФБР своих возможностей по отношению к Зеленскому и его окружению. И причем с этим 1% они выбили ближайшее окружение Зеленского, в том числе Ермака, да, выбили из его кабинета, из его должности. Да, конечно, Ермак до сих пор сохраняет позиции, он в теснейшем контакте с Владимиром Александровичем Зеленским, в теневом, так сказать, бэк-офисе, да, решает проблемы, но тем не менее публично показали слабость Зеленского, показали, что он не может впрячься даже за ближайшего человека. И это всего лишь 1% из возможностей американцев. Дальше Трамп публично заявил Зеленскому, сказал, во-первых, назвал его последним человеком, от которого нужна какая-либо помощь. Во-вторых, что немаловажно, он сказал о том, что Путин более договороспособный и сговорчивый, чем Зеленский. То есть проблема того, что война не завершается, не в Российской Федерации, а в Украине, то есть в Зеленском конкретно. И это не российская пропаганда, там не Соловьев ТВ, да, это не какой-то российский чиновник сказал. Это президент Соединенных Штатов Америки, которого, ну, тяжко, да, обвинить в агентной связке с Кремлем, хотя некоторые украинские пропагандисты пытаются это делать. Вот. Дальше заявление Тулси Габбард о том, что Россия воюет на истощение, и у нее есть такие возможности. Более того, есть возможности нанесения стратегических ударов по американскому военному потенциалу. То есть это заявление не просто так сделано. Если бы они добыли какую-то очень важную разведывательную информацию по поводу состояния вооруженных сил Российской Федерации, то они бы на закрытом заседании, да, доложили бы Трампу и его администрации, какие есть возможности у России и как с этим необходимо справляться. Но
А глава национальной разведки США делает это публично. То есть это посыл для внешнего мира, что Соединенные Штаты Америки не собираются конфликтовать с Россией, тем более военным путем. Поэтому европейские коллеги, там, да, Зеленский, аспирант в НАТО, вы можете сколько угодно там, пытаться втянуть Соединенные Штаты Америки. Любые аргументы приводить, американцы в этот конфликт, как раньше, втягиваться не будут. И постепенно будут из него выходить. Все это в совокупности, да, расследование коррупционных схем, заявление Трампа по отношению недоговороспособности Зеленского, заявление главы разведки говорит о том, что у Зеленского время на исходе. Именно по этой причине он и поехал к тем, которые ему дают гарантии безопасности, то есть к британцам, и к тем, которые ему говорят, делай то, что скажем мы, и не делай то, что говорит Трамп. И мы тебе поможем, мы тебе гарантируем там и убежище, и дом тебе хороший будет, да, и Так а банк какие во Франции у тебя перспективы? будет работать. Ну вот какие... Перспектива у Зеленского бежать. Нет, смотрите, тут же очень, очень важный момент сейчас. Многие увидят и считывают это как знаки, когда там премьера Ирландии принимает у себя Трамп, говорит там Стармер, далеко не Черчилль, Зеленский выступает, показывает планшеты, дарит эти планшеты, где видно, в принципе, как ведется воздушная война на территории Украины. Фактически он берет и ну, вот, сливает вот эту информацию. Ну, короче, это просто это уму непостижимо. Шел 5-й год войны, а он дарит какой-то планшет, где видно, как он дрон убивает каждого, ну, собственно, российского солдата. Да? То есть вот такой какой-то неказистый ход. Дальше едет в Испанию, там тоже подписывают какие-то оборонные контракты. Везде демонстрируют, что мы готовы защищать всех, кто нас попросит от этих иранских дронов, ракет, втягивая... Он просто, понимаете, кажется, что все уже ясно. Иран — это достаточно надолго, и поэтому Зеленский туда пытается встроиться, потому что это вот но перспектива ссориться с Трампом, она же вот отчетливо ведет, скажем так, Украину и вот этот проект войны с Россией, который там кураторы, в общем-то, простраивают для Зеленского, к поражению. Одна ремарка по поводу Тулси Габбард. Безусловно, на слушаниях эта информация, это очень резонансная вещь, она как бы высказала, ну, то есть нет вот этих розовых туманов, таких, скажем так, радостей от того, что там у Россия скоро развалится, кончится, у них ничего нет, то есть, и, в общем, мы скоро победим. Но тут другой момент, Трамп ее не слушает. Вот по Ирану она сказала, да нет у них никаких ядерных, скажем так, перспектив по ядерному оружию, а Трамп все равно делает то, что он делает. Я вот здесь немного не понимаю, ну, как бы точки принятия решения. То есть, получается, это просто сумасбродность Трампа. Вот он проснулся с утра, давай там Иран бомбить, давай Кубу захватывать, давай Зеленского скидывать, давай... То есть не выстраивается какая-то логика. Тулси Габбард четко заявляет о том, что, ну, в общем, это фуфло, то, что они рассказали миру, что у Ирана там ядерное вооружение. Но сейчас непонятно, когда вот из такой войны Трампу как выходить. Да и вообще, будет ли он из нее выходить? Он наоборот говорит, давайте все, а ну поднатужьтесь, вместе разблокируем Ормузский пролив, а никто не хочет. То есть и Зеленский здесь, он как бы с одной стороны втягивается в Иран, а с другой стороны является фронтменом группы антитрампа. И вот тут непонятно вот это позиционирование. То есть я пытаюсь понять, вот где сейчас ключи от мира в Украине? Как вы думаете? Ключи от мира в Украине точно они лежат в кабинете Зеленского, да, и в кабинете Стармера, и даже Карла Третьего. Они находятся в кабинете, в овальном кабинете и в Кремле. То есть это договоренности между двумя странами. И эти договоренности, кто бы что ни рассказывал, в Анкоридже они были согласованы, и все идет по четкому взвешенному плану. И то, что происходит на мировой арене, лишь подтверждает то, что эти договоренности существуют. Вот если мы сейчас посмотрим, к Ирану вернемся, к Украине, да, посмотрим на действия Трампа по отношению к Венесуэле. Реакция какая была других геополитических игроков? Осуждаем, решительно осуждаем. Очень решительно осуждаем. Но никаких действий никто не предпринял. Дальше.
Гренландия, понятная история, да, другие геополитические игроки просто улыбаются, да, Европа там в панике, пытаются туда 1,5 солдата направить, каждая страна каким-то образом завадит и Трампу завладеть Гренландией, Трамп это прощупал почву, понял, к этому вопросу вернемся позже. Начинаем конфликт в Иране. Начинаем конфликт в Иране, значит, понятно, Израиль, понятно, Соединенные Штаты Америки, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, скрипя зубами, терпят, да, ничего противопоставить американцам не могут. Они вроде как заявляют, что, ну, может быть, не будем, может, давайте заканчивать, мы несем там непоправимые потери, но это их проблемы, их потери. Те договоренности, которые у них с Соединенными Штатами Америки есть, не дают им возможности отказаться от той участи, в которой они сейчас находятся. Но это тоже второстепенный вопрос. Что такое война в Иране? Она решает несколько проблем. Первая проблема – это, конечно же, страна Персидского залива с огромнейшими запасами нефти. Я всем напомню, это 3-я страна по количеству нефти в мире. Да? Ну, так, для примера, когда говорят, что Россия нефтеносная страна, то Россия 8-я, если не ошибаюсь, или 9-я, да, в рейтинге, а Иран 3-я, то есть по запасам нефти. Я не говорю там по добыче нефти, а именно по запасам нефти. Вот, это первый момент. То есть решается этот вопрос. Второй вопрос решается стоимостью углеводородов и экономического удушения своих прямых конкурентов. Вот прямые конкуренты, они... И так, в принципе, понятно, что это Европейский Союз, европейские страны и некая группа глобалистов, да, которая имеет производство на территории Европы, материнские компании в Британии. Вот. Ну и, конечно же, Соединенные Штаты Америки используют этот кризис для удушения экономического своих конкурентов. Смотрим на реакцию других геополитических игроков. Конечно же, Китай решительно против, помогает, не помогает, мы отчетливо не знаем. Если помогает, то чем, конечно, мы не понимаем, да, но иранцы заявляют, что какая-то помощь там ведется. Дальше. Российская Федерация тоже решительно осуждает, но параллельно с этим осуждает и удары Ирана по Объединенным Арабским Эмиратам, по Саудовской Аравии, потому что есть двусторонние отношения и с этими странами. Но дальше решительно в осуждение ничего не заходит. И тут, конечно, мы можем ссылаться на то, что Пшезискиян, да, не подписал там соглашение о военном сотрудничестве, о военной помощи, можем на официальные документы ссылаться, но когда есть реальный интерес и когда это влияет на твои интересы, то есть в данном случае там Российской Федерации, то документы, подписанные или не подписанные, не являются камнем преткновения. То есть идет взаимодействие и работа здесь и сейчас. И если надо, то документы подписываются тоже здесь и сейчас. Такой работы не ведется. Тогда мы наблюдаем, что происходит дальше. Значит, стоимость энергоресурсов углеводородов повышается. Россия говорит, что может отказаться от поставок углеводородов для Европейского Союза. Катар поставлять не может по объективным причинам. Другие нефтеперерабатывающие заводы и там нефтяные поля Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов под системным огнем. То есть мы видим, что Ближний Восток, Персидский залив практически заблокирован. Ну, плюс Ормузский пролив, который Иран перекрыл. Хотя, ну, Хексит в этом смысле гениально сказал. Он открыт, просто там Иран стреляет. Поэтому, если кто-то хочет, может проплыть. Ну, вот как бы вроде никто не закрывал. Поэтому французы, если хотите, вы можете первыми пройти. Но выглядело, ну, максимально стебно, да, с издевкой по отношению к своим натовским партнерам. В данном случае самые главные потерпевшие – это страны Персидского залива, это сам Иран, вот, и это конкуренты Соединенных Штатов Америки, то есть европейцы. Российская Федерация имеет огромную прибыль, то есть плюсы, об этом говорят и американцы. И даже сам Зеленский говорит, что как так же Россия зарабатывает. Вы же посмотрите, а еще и Трамп санкции снимает с российской нефтянки. Вообще на голову не налазит. А на самом деле, если вот мы отойдем от фактажа, да, и посмотрим на тенденцию, то это все укладывается в тот процесс, о котором было договорено в Анкоридже. То есть Трамп решает вопрос со своими конкурентами, то есть с европейцами. Дальше обновленная доктрина Монро, то есть установление контроля над западным полушарием.
Венесуэла, дальше будет Куба. Куба будет. Вот. И Куба может стать тем суперсобытием, которое переключит внимание с Ирана. Да, с Ираном насколько не получилось. Как хотелось бы Дональду Трампу, к примеру, решить политический вопрос Ирана. В экономическом смысле он свои вопросы решает. То есть то, что я только что сказал, здесь у него отчетливо видны победы. Ну, вообще, Но знаете, я в хотел бы здесь политическом, уточнить, да. мы сейчас про политику поговорим, а тут очень интересный момент, вы так сказали, я хотел бы сакцентировать. А спрашивается ведь, да, ну, логически, повышается цена на энергоресурсы. А Путин говорит, а я не хочу продавать в Европу, давайте уходить из Европы, хотя это абсолютно нелогично. То есть, наоборот, нужно эту Европу как бы гнуть, доить и, может, наоборот, какими-то скидками завлечь. Ну, вот по принципу, что мы видели с Орбаном, да, и Фицо, вот сейчас. И как бы, и вот смотрите, и тут получается Европа переформатируется на условно, ну там, урбанизируется, да, и вот и это достижение таких очень классных целей, но Путин говорит, я ухожу, ну как ухожу? Ну, не совсем до конца ухожу, потому что все-таки, как я понял, это тоже тайна, покрытая мраком, Зеленского все-таки доломали на дружбу. Он уже открыто, публично говорит, я запущу после выборов в Венгрии, собственно, этот трубопровод. И вот эта вот комиссия, то она есть, то ее нет, то ее видел кто, то ее не видел кто, то ее признают, то ее не признают. То есть мы видим, что это очень интересная часть партии, которая как раз-таки на энергетическом секторе замешана под события в Иране. Но тут есть один маленький штрих. Я хочу, чтобы вы прокомментировали, исходя из... Вот если мы берем этот пласт вопросов. Сегодня Россия говорит, что опять били по турецкому голубому потоку, по компрессорным станциям, которые обеспечивают перекачку. А это тогда чья игра или контр-игра? Давайте с первого вопроса, да, насчет действий Путина. Если мы будем рассматривать их с точки зрения товарно-денежных отношений, да, вот, ну, чисто коммерческих, вот, есть покупатель, есть продавец, вот, контрагента проблемы, кризис, можно продать подороже, то тогда, конечно, его действия выглядят нелогично. Но, в первую очередь, Путин игрок, и нужно рассматривать его действия с точки зрения геополитики. И вот когда мы смотрим с точки зрения геополитики, то Европейский Союз получал углеводороды с Соединенных Штатов Америки, отчасти с Российской Федерации и с стран Персидского залива. То есть было три основных поставщика. Да, там где-то Азербайджан еще был. То есть были дополнительные поставки, но они не были таких объемов, которые могли бы удовлетворить спрос на этом рынке. И когда исключается из данной игры страны Персидского залива по объективным причинам, Соединенные Штаты Америки, которые пытаются удушить экономический Европейский Союз и, чтобы выиграть выборы, собственно говоря, нанести удар по своим геополитическим конкурентам, то есть глобалистам, которые находятся в Европейском Союзе. В данном случае Путин помогает Трампу, когда он говорит, а давайте я сокращу поставки, и тогда что получится? Тогда у Трампа монополия практически. Да, за исключением там отдельных там процентов 10-15, которые смогут другие страны замещать, еще плюс 5% пускай останется поставок российской, полностью они не уйдут. Но по сути Трамп устанавливает цену, Трамп устанавливает монополию. Трамп диктует европейской экономике, будет она завтра жить или она просто обанкротится. Вот Трамп диктует мировым корпорациям, да, и производителям, которые находятся на территории Европейского Союза, условия: переходите на нашу территорию. Это уже было, и было вот буквально в недавней истории, несколько лет назад. И вот мы создадим для вас очень выгодные условия, льготные условия, налоговые удобные условия, дальше стоимость энергоресурсов вам тоже льготную дадим. Переходите, переводите производство на нашу территорию. Это рабочие места, дополнительные налоги, ну то есть все плюшки, которые только можно себе представить для государства и для бизнеса.
Европа в этом смысле уходит с стран первого мира, да, на второй, а потом и на третий план. В данном случае, когда Путин такие действия предпринимает, он решает проблемы Трампа. Вот, то есть он помогает Трампу решить проблемы со своими врагами. Но для Российской Федерации глобалисты не меньшие враги, чем для Дональда Трампа. То есть, по сути, враг моего врага, мой друг, получается, и со стороны Америки, и со стороны России. То есть они, объединившись, решают эту основную проблему. Они ослабляют Европейский Союз именно как надгосударственное образование, то есть как геополитического игрока. А дальше будет значит, действия уже политического характера. То, что, кстати, тоже прописано в стратегии национальной безопасности США, это усиление национальных государств посредством поддержки правых политических патриотических сил в этих государствах. То есть, по сути, мы видим, что план Трампа в действии. Разумеется, за помощь в этом плане, да, как Остап Ибрагимович говорил Балаганову, за эти действия я потребую от вас множество мелких услуг. В данном случае не мелких услуг. В данном случае, что предложил Трамп для Путина, чтобы Путин ему не мешал, где-то возможно, даже подсобил в геополитической игре против неоглобалистов, мы можем только себе представить. То есть, какие эти условия и какие услуги. И действия Трампа вот сейчас по отношению к Зеленскому, по отношению к Европейскому Союзу, с точки зрения там, высказываний, с точки зрения того, что мы не должны помогать Украине. Но это все Байден, его обманули, мы и так помогли, они это все разворовали. У нас нет обязательств перед Украиной, это заявление президента США. Не просто так, оно все лежит именно в этом контексте. Но более отчетливое проявление подобного сценария мы увидим после ноября, после промежуточных выборов. То есть до осени Трамп будет играть первую скрипку. Русские и китайцы будут тихо ждать, будут где-то помогать, где-то критиковать очень громко там в ООН, либо в других дипломатических структурах. Но в практической плоскости никаких палок в колеса вставлять не будут. Вот такая игра сейчас есть. Тенденция и тренд не изменился. То есть просто наслаивается одно на другое. Трампу позволяют решать свои вопросы. После того, как Трамп решит свои вопросы и укрепится в парламенте, если это произойдет, конечно, он может и не укрепиться. Сейчас прогнозы политические не самые лучшие. Ни китайцы, ни русские ему там выборы проводить не планируют. То есть это его задача, задача его политтехнологов. Я до сих пор не понимаю, почему они не установили, например, верхнюю планку на стоимость энергоресурсов для населения за счет там, дотаций с бюджета. Например, было бы очень гениальное политтехнологическое решение. И он намеки, кстати, Венгрия это сделала. Орбан сказал, что мы ставим верхнюю планку для населения. Какая бы цена ни была, у вас выше этой стоимости не будет. Это разумное решение, тем более во время выборов. И вот Трамп пока этого не делает. Может, у него есть какой-то более хитрый план, но я его еще не вижу. Но на самом деле в геополитическом масштабе эти договоренности, они отчетливо просматриваются. Ну да, это, конечно, такая верхняя планка, это как цены, да, регулирование цен в социализме. Тут много Ленина вспоминают в последнее время, да, о том, что все равно придет к социализму все, потому что демократия вот эта вот она губительна. Но это как бы левачество, это мы отставим в сторону. Тут интересен другой момент. Гости у Лукашенко. Приезжает Кол, и тут как сообщение оттуда, что, смотрите, максимально откровенно высказался, обсуждали Украину и Ближний Восток. То есть это вообще просто очень интересно выглядит, да, вот это как бы в стороне, ну подумаешь, какой-то Лукашенко, ну подумаешь, какой-то посланник от Трампа, ну вот, а почему именно сейчас, возникает главный вопрос. И там звучат такие интересные вещи от Лукашенко, говорит, вы воюете против моих друзей. Моих друзей. Не воюйте против моих друзей. То есть в момент, когда в России там внутри качают зрадоньку, в плане там блокировки соцсетей, выходят какие-то питерские адвокаты, записывают кружочки в Телеграм, в момент все как бы в возбужденном состоянии вокруг Ирана. Мол, смотри, как Израиль и США воюют, а Путин так не воюет. И тут
у Лукашенко такие гости и такие заявления. А, Есть сценарий, и он, в принципе, он же на столе. Мы, как бы, знаете, у нас такое информационное пространство, что мы забываем вот зачем там, вот дедлайны, знаете, вот эти, которые там, дедлайны сдвигаются, красные линии сдвигаются. Но если разобрать сценарий, который еще не в мусорке, ну, условно, до конца месяца, этого месяца, например, что-то предпринять по свертыванию боевых действий. В воздушной компоненте, на фронте ли, ну вот каким-то образом. А дальше Зеленский же не удержится. Без повестки войны он долго не удержится, его там как бы внутренние течения сожрут. Именно поэтому опять как бы фотографируется его Ермак с Шоном Пеном на передовой, едут по воякам, там Спартан, какие-то там еще бригады, они там фотографируются. Зачем это делается? Если это посмотреть в ракурсе этого сценария, то ровно для того, чтобы не было там шибко каких-то бунтов и потрясений, по большому счету. Шон Пен бросает Оскар, едет сюда, тут Ермак здесь проявляет себя, не только как там какой-то адвокат. То есть пытаются каким-то готовить украинское общество к вот этому завершению войны, которая не понравится никому. В России готовят к завершению войны, которая не понравится никому, вбрасывают вот этих адвокатов, это ремесло, который там разочарованный Алаудинов говорит, как так, может его в плен взяли. То есть блокируют вот эти мессенджеры, которые негативные. Ходит же эта история, что заблокируют с 1 апреля. То есть все готовятся к концу месяца, к чему-то. Если не усидит Зеленский, то там дальше выборы, да, и в моменте, когда отсутствие, внимание, не подписей, а отсутствие боевых действий, отсутствие. То есть если мы войдем как в Газе, помните, мы же вошли в период прекращения огня, и так из него и не вышли. Сейчас, правда, непонятно, что там в этой Газе, понимаете, но тем не менее. То есть принцип похож. И дальше потом выборы, переизбрание и уже конкретная фиксация на конкретных мирных договорах. И Трамп, радостный глава Совета мира, говорит, смотрите, я помирил Украину и Азербайджан. Ну, потому что что-то ошибся, что-то так сказал, понимаете. Но войны уже нет. А есть вот эти экономические интересы, которым мы посвятили большое количество времени. Что думаете насчет дедлайнов и вот этого сценария, который сейчас, как бы никто не отметал? Я думаю, что основной дедлайн – это ноябрь 26 года. Вот к нему все будет приурочено. Это первый момент. Понятно, что летом еще состоится как бы празднование 250-летия Соединенных Штатов Америки. Это тоже великая дата. Вот, и Трамп хочет что-то подарить своей стране. Если не Гренландию, не Иран, то хотя бы Кубу, да, хоть что-то. Вот, тоже будут определенные действия. Но что касается нашей страны, да, которая нас больше всего беспокоит, вопрос Украины в том, чтобы продолжать боевые действия, необходимо иметь три фактора. Три основополагающих фактора. Первый, как бы это странно ни звучало, деньги. Второй – это оружие и технологии, да, в совокупности. И третий – это люди, то есть, как любят в Украине называть, мобилизационный ресурс. То есть вооруженные силы, именно люди. С учетом заявлений Дональда Трампа и тех договоренностей, которые мы обсудили, с деньгами уже большие проблемы. Как пафосно, да, пытались кричать, что все, согласовали европейский кредит. Вот сейчас уже заходит в обход Орбана, а потом бац, получается не в обход Орбана, и вроде как не до конца заходит, и вроде-то и не заходит, в общем. А Европейский Союз находится уже в экономическом кризисе, а сейчас кризис на Ближнем Востоке отобразится, как мы уже правильно сегодня говорили, на экономике Европы и на платежеспособности, и на настроениях внутри европейского общества, потому что когда какой-то немец, француз, не знаю, там другой, да, поляк получит платежки по коммуналке, когда у него бензин вырастет в 3-4 раза, да, условно говоря, ему тут говорят, слушай, мы Украине даем деньги, да, 60% из этого, не 60%, 60 миллиардов из этого в частные руки военно-промышленного комплекса. Вольно-невольно
люди сами по себе начнут задумываться, а правые политические силы спекулировать. И причем довольно-таки аргументированно спекулировать на этой теме, зарабатывать все политические очки. То есть могут начаться качели внутри Европейского Союза, а с учетом того, что Дональд Трамп и его администрация работает против Европейского Союза, они могут даже помочь им раскачать до условных новых желтых жилетов вне зависимости от государства, о котором будет идти речь. То есть проблем масса в Европе, и на этих проблемах можно сыграть. То есть дестабилизировать политическую обстановку и выбить европейцев из той колеи, в которой они находятся, участия в украинском кризисе. Мы видели, как Кремль отреагировал, да, на приезд французов. В том виде или не в том виде, в котором писала западная пресса, да, на или не на, но сам факт того, что потом Песков сказал, что ничего приятного мы им сказать не можем и не могли. То есть понятно, что европейцев футболят, причем не только американцы и русские. У них остается единственная возможность – это вцепиться за Украину. В технологическом смысле у них нет такой возможности, как у Соединенных Штатов Америки, передавать такое оружие в таком количестве, тем более, да, там, заместить американские средства ПВО вот, своими, потому что они сами зависят от американских средств ПВО, и у них нет этой возможности еще раз. Денег у них скоро банально не будет в том количестве, в котором необходимо для выживания вот, своих государств, а не просто для помощи Украине, да, и еще каких-то расходов, потому что мы только что это же обсуждали. Политическая нестабильная ситуация тоже там будет, и возникает тогда вопрос. В Украине нет оружия в достаточном количестве оборонного и наступательного, денег не хватает, Международный валютный фонд там дает какие-то, да, кредиты, какую-то часть, но для этого требует множество мелких и крупных услуг, и проблемы с мобилизацией. Вот если сложить эти три фактора, какой исход событий, да, более реалистичный? Это не пропаганда, это не то, что там кто-то чего-то хочет. Это объективная математика. Да? 2 плюс 2 – 4, ладно 5, но имейте ж совесть. Вот, необходимо понимать эти все вещи, да, и понимать, к чему это может привести. При таких раскладах, как долго может Зеленский держаться на политическом кресле и как долго он может сражаться? Тоже вопрос подвешенный. А сюда мы еще можем добавить разведданные и развединформацию, которую поставляют в первую очередь Соединенные Штаты. Чтобы европейцы не говорили, что французы и британцы могут полностью заменить американцев, это неправда. Если бы была такая возможность, уже бы заменили. А до сих пор Зеленский ездит и говорит Трампу: дайте, пожалуйста, ракеты, дайте, пожалуйста, разведданные, не прекращайте помощь, нам это нужно и важно, поэтому помогайте всецело. То есть мы видим огромный кризис, и по всем направлениям для того, чтобы вести боевые действия, у Зеленского нет такой возможности. Дальше может сработать геополитическая обстановка, геополитическая ситуация, после чего Зеленский просто будет отправлен, не знаю, в отставку, не в отставку, но покинет свой кабинет, вместе с ним весь его чиновнический аппарат, вот, и потом, собственно говоря, парламент. И дальше самый реальный сценарий – это управление Украиной, да, со стороны геополитических игроков, под каким мандатом пока непонятно, и временное переходное правительство с последующим проведением выборов. То есть вот такие, да. Вопрос главный, кто вместо, понимаете? Я заметил, эта тенденция, это просто такая тенденция последних лет, да, что, да, все как-то, знаете, уже сняли эти маски. Вот эта конституция, да, это же это маска. То есть все это прекрасно видят и понимают. В закрытой стране, как бы, где отлавливают мужиков, где нельзя из нее выехать, ну, вот просто потому, что ты, ну, по половому признаку все закрыто, еще и по профессиональному, еще по другим вещам. То есть где вот такой, скажем так, тотальный и удушающий контроль, причем я даже не могу сказать, что это какой-то спецслужбистский контроль. Здесь какой-то вот такой он идеологический какой-то спецслужбистский. То есть у людей есть люди загнаны цензурой, человеку нельзя ничего сказать. Я вот упоминал этого адвоката питерского, все так переполошились, как так, прям Путина покритиковал, ничего себе. Так понимаете, в чем дело? А что у нас? То есть Зеленского могут критиковать только приближенные
около соросовские, вот эти вот, которые там под олигархами, и то только там, где это нужно. Ведь вся же критика людоловства и ТЦК, она сводится к чему? К одному единственному. А, мол, давайте остановим вот это вот на улицах, но будем как-то эффективно по-другому бороться с уклонистами. Ну, короче, чтобы сами пришли. То есть, чтобы их не ловили, а чтобы они сами пришли. То есть, принуждение есть и в этом, и в другом случае. И критика звучит только в этом. Давайте, типа, улучшим. Да? Ровно так же, как и в России. А давайте, там, Путин неправильно воюет, а вот давайте правильно повоюем. То есть, никто не вышел и не сказал, что давайте закончим, давайте остановимся. То есть, по центральному стержневому вопросу мы видим, что не критикуют Зеленского, а если чего-то где-то покусывают, то это те, которые там прикрываются тем же патриотизмом. А украинцу нельзя сказать что-то, что выходит за пределы этого патриотизма. Да, вот пошли, конечно, первые такие вещи, там, например, молодежь опросили, они говорят, увеличился на 10% процент тех, кто против запрета русского языка. В соцсетях блогерши, вот те, которые просто блогеры, о людях, которые там, о жизни, они говорят, что я там вела на украинском свою страничку, а сейчас перешла на русский, но потому что вот так, да, потому что... И там называются ряд причин, причем для нее с позиции блогера, какого-то, да, там, где там показывать, там, что-то, рекламу какую-то, что-то рекламировать, абсолютно оправданные вещи. То есть мы видим, что вот все равно, как бы ни был этот гнет теологический, из него люди выходят. У меня вопрос, а кто дальше? И ключевая мысль, она же заключается в чем? Что, плевать, кто дальше? Вот сейчас, например, там вот Кость Бондаренко у меня вчера в эфире говорит, что британцы, понятно, не отпустят Украину, поэтому там Зеленский, может быть, есть такой у него ход в его возможностях, что, например, взять и Залужного назначить премьером. Короче, Рада развалена, все как бы развалено, а тут раз и Залужный премьер. Или там, например, руководить будет после Зеленского там Залужный. Люди добрые, какой Залужный премьер? Давайте объективно. Good morning. Good morning, да. Понимаете, в чем дело? То есть это будет означать, что вот как сейчас модель, что и в офисе президента есть какие-то люди, которые там рассказывают, как Свириденко нужно себя вести, какие решения принимать, так кто-то другой абсолютно, в стороне, мы не будем видеть этих фамилий, этих лиц, а кто-то будет Залужному приносить документы, он их будет подмахивать, а страной кто будет рулить? Вот же главный вопрос вот этого послевоенного, например, хлопка, там, с которым как пробка вылетает из Банковой Зеленский. Кто будет управлять тем, что будет, чем будет Украина? Кость Петрович, с моей точки зрения, один из умнейших людей. Да? В данном случае он говорит об интересах Британии. То есть, кого британцы хотят поставить и назначить. И здесь все вполне логично. Конечно, у британцев, если выбивается Зеленский, им нужно кем-то его заменить. И лучше, чем Валера, да, который тоже в их, так сказать, ведомстве находится, никого найти нельзя. То есть Валера – это лучший кандидат для Британии. Но это логика намерений Британии. Да? Логика истории навсегда их корректирует. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. И вот тут про овраги нужно вспоминать, когда мы говорим о том, что Зеленского сместят. Если Зеленского смещает Запад, условно говоря, причем Запад делим на две части, Трампа сейчас берем в сторону и говорим именно Запад британский, то тогда, да, для них и Залужный, для них и... Кто там еще у них есть? Белецкий, да, для них и там Стерненко, Притула, Петр Алексеевич Порошенко, да, Тимошенко и всякие Шенко, которые там есть в парламенте, они их устраивают. Но если мы говорим о консенсусе, когда взаимодействуют между собой геополитические игроки и в расчет интересы Британии не берут, а просто отодвигают их, да, тем или иным образом, понятно, с огромнейшим сопротивлением, возможно, даже с какой-то квотой.
Хотя я в это вообще не верю, что будет какая-то квота. Если есть глобальный договорняк, квоты этой не будет у Британии, потому что англичанка рано или поздно, через полгода, через год создаст ситуацию, при которой будут провокационные обстоятельства и опять возобновится конфликт. То есть в данном случае тогда война не закончится, если британцы смещают Зеленского и назначают своего второго Зеленского. Здесь правильно вы подметили, неважно, какая фамилия будет. Важен внешний вектор. И если это будет пробританский внешний вектор, то война продолжится. Опять-таки, в управлении, да, в Кремле там ж не глупые люди сидят. Они прекрасно понимают, что Зеленский, Залужный, Буданов, Белецкий, еще кто-то суть дела не меняет. То есть правые политические силы, которые ориентируются на одного из геополитических игроков, в данном случае на Европейский Союз, на коалицию желающих, будут заточены для усугубления, продолжения боевых действий, потому что Украина является склейкой этого геополитического игрока. Как только украинский кризис и украинский вопрос уберут и увидят, что русские не наступают на Лондон, Париж и Берлин, то тогда опять возникнет внутренний кризис, и аргументов не хватит для того, чтобы выделять огромнейшие деньги из карманов налогоплательщиков на частный военно-промышленный комплекс. А для них необходимо это делать. И тогда страны начнут разбегаться по своим национальным квартирам, да, как говорил известный персонаж. Вот, говорит, как разводить эти страны, народы. Вот, и тогда будет огромная проблема. Но для того, чтобы мы говорим, установлен был мир, вот, необходим консенсус именно геополитических игроков, которым этот мир нужен и понятен, и которые участвуют в конфликте. Да? В данном случае речь идет о Соединенных Штатах Америки, речь идет о Российской Федерации. Просто давайте смоделируем. Если меняется Зеленский на Залужного и вектор пробританский, а в чем логика для России, например, останавливать боевые действия? По сути, все то же самое. Просто поменялось лицо. Направление то же самое. Идеологема та же самая. То есть взаимодействие с теми же самыми глобальными игроками, которые дальше стремятся к своим результатам и действиям. Нет смысла. В данном случае, если проводить какие-то выборы, да, о которых мы говорили, вот, которые тоже рано или поздно будут в Украине, то здесь, опять-таки, российская сторона говорит, что есть 10 миллионов вот, проживающих, украинских граждан, проживающих на территории Беларуси и России, которые, по мнению России, должны принять участие в выборах. Ну, этого не будет. У нас вообще сейчас идет такая история, что СЗЧшники, уклонисты внутри уже фрагментируют, а кто может голосовать, а кто не может. Вот, Александр, в этом-то и все дело, что и Зеленский сразу же отрезал и сказал, что нет, те, которые проживают на территории России, они не имеют права голосовать. Хотя, ссылаясь на какой закон, если есть паспорт гражданина Украины, то ты проживай хоть в Гондурасе, хоть где угодно, да, хоть на Северном полюсе, ты имеешь право проголосовать. Другой вопрос, как создать тебе условия для голосования, да, это уже совсем это техническая часть вопроса. Но запретить голосовать ты не имеешь права, да, как и лишить 10 миллионов граждан Украины паспортов ты тоже не имеешь права. Но если, например, проводятся, гипотетически представим, объявляются какие-то выборы в Украине, и, значит, говорят, что голосуют все, кроме тех, которые живут на территории России и Белоруссии, потому что парламент принял закон, по которому это недружественные страны, а украинские граждане, проживающие на территории недружественных стран, лишаются права голоса. Вот, к примеру, представляем себе такую ситуацию. Какая будет реакция России на эти выборы? Она их не признает. Она их не признает. А если Россия не признает эти выборы, значит, конфликт не урегулируется, значит, не будет, неважно, будет Зеленский, будет Залужный, будет новый парламент, старый парламент. Подписывать никто с этими людьми не будет. Мы же говорим с точки зрения не того, как британцам надоел Зеленский, давайте мы сейчас поставим кого-то другого и смягчим накал, так сказать. Вы смягчите накал в западном обществе. А что вы будете делать с одной из сторон конфликта? Вот как вы с ними этот накал будете смягчать? Поэтому исключительно переходное правительство под мандатом какой-то международной организации. Вот никакого Залужного, никакого
Белецкого, Стерненко, Буданова, Притула и прочего в управлении Украиной не будет, если мы говорим про ту Украину, которая будет мирной, да, с которой будет подписан мирный договор и мирное соглашение. И этим вопросом сейчас озадачены геополитические игроки. И не только Америка и Россия этим вопросом озадачены. Этим вопросом озадачены Китай, глобальный юг. То есть много участников в этом процессе есть. И вот они этим и занимаются сейчас. Будут ли принимать участие в этом процессе европейские лидеры, да, европейские страны, пока под большим-большим вопросом, потому что, судя по тому, какой коннект у них с американцами, и судя по тому, какая реакция, например, того же Кремля на их приезды и действия, вызывает огромные вопросы и опасения, что их хоть как-то допустят за стол переговоров и решения этого вопроса. Поэтому британцы, французы, немцы и вся эта коалиция желающих до последнего будет цепляться зубами в Зеленского, будут ему премьер-министров ставить, будут ему глав парламента менять, будут там кого-то сажать, кого-то выпускать, но давать ему абсолютную возможность держать этот штурвал, закрывая глаза на любые бесчинства, на любые преступления, на любые нарушения прав человека. Да? Плевать на то, что ТЦКшник человеку кричит: «Ты мясо». Вот вы же видели это видео, «Ты мясо». Хочется сказать: а ты черт, ты вообще, ты как по отношению к гражданину страны обращаешься? И на это все закрыли глаза. Этого ТЦКшника не поймали, не посадили, не уволили. Ему еще медаль дали, потому что это отношение не отдельного персонажа. Это отношение вертикали к людям. И на это отношение закрывают глаза европейцы, потому что цель оправдывает средства. Им нужен Зеленский, им нужен тот же Залужный, им нужна правая политическая сила, которая будет до конца говорить о том, что мы ни шагу назад не сдадим никакого метра территории, при этом будет терять и территории, да, потому что мы видим, что, опять-таки, это не какая-то пропаганда, объективные вещи. Если бы были соглашения подписаны в 22-м, то Херсонская, Запорожская область осталась бы в составе Украины, да. Дальше соглашения все хуже. То есть города сдаются, и вот количество людей и потерь увеличивается. Чтобы Зеленский там не рассказывал, не 55 тысяч человек погибло, а гораздо больше. Можно на 10 умножать. Гораздо больше погибло. Но европейцы на это закрывают глаза, потому что он выполняет поставленные задачи. Он выполняет те функции, которые им нужны. Как только этот режим будет убран и заменен кем-то другим, да, то есть людьми, которые прагматично скажут: так, давайте учтем интересы, давайте договоримся, давайте прекратим войну, начнем восстановление государства. Да? Условно говоря, встроим Украину, не знаю, даже уже не в вагон, а в прицеп к последнему вагону ушедшего поезда. Да? Хотя бы так, чтобы страна существовала и имела шансы на будущее развитие. Хотя 6-й технологический уклад уже скоро как 8 лет запущен. Да? Украина в 4-м, скорее всего, осталась. А если война продолжится, то и в 3-м будет. Да? Еще производство все выбьется. То есть, по сути, мы должны понимать, что при сохранении власти Зеленского, при сохранении власти пробританских политических сил, неважно какая фамилия, война в Украине будет продолжаться. Поэтому выборы, которые будут проводиться, да, но опять-таки для этого очень много усилий, в первую очередь, американцев должно быть приложено, и только с воздействием Трампа и с его действительно выполнением тех задач, которые он обрисовал ранее, это возможно. Если американцы не будут перехватывать инициативу, то у меня крайне негативные прогнозы для нашей страны и народа. Значит, война будет просто идти и решаться вопрос на линии соприкосновения боевого. И вот это самый негативный сценарий. То есть предыдущий гораздо более понятный. Александр, чтобы вот в завершении, понимаете, вот тяжелая вот эта история, вот это вот с этим ужасом, да, когда ветерана хватают, ломают ему руку, когда тащат, волокут, кричат, это же внутри породит достаточно серьезную трещину, которую там не сшить годами.
Вот все приводят пример, например, Советского Союза, да, где там не принято было говорить, кто были полицаи там, в тех или иных тяжелых моментах. Да. Историки просто, ну, просто не говорили. Да, ну, там, доносы эти все там, и личные истории были очень там тяжелые, семейные, когда условно там полицай свой забрал козу, а пришел немец и козу отдал. Ну, образно, да, какой-нибудь бабушке в каком-нибудь там, в какой-нибудь оккупации, да. То есть это все потом начало проявляться, а вообще как бы все наоборот скрепляли. Вообще очень страшная на самом деле история. Я хотел бы, чтобы, как бы отвечая на вопрос, а как будет дальше внутри украинского общества, вот все-таки найти, наверное, поискать, поскоблить, философски где-то. Вот почему так получается, что в России русскими называют себя ингуш, бурят, не знаю, там, калмык, там, кто угодно, понимаете? А в Украине нет этого, ну, вот этого скрепляющего начала. Там нельзя просто взять и договориться и сказать: окей, у тебя украинский паспорт, ну, например, да, ты украинец, неважно, кто ты там по национальности, с какого ты региона, східняк, західняк, там, западенец, там, откуда ты, с Крыма, не с Крыма, то есть все, ты украинец. И все это признают, и все как бы действуют в интересах Украины, да, то есть тут наоборот мы видим, но это просто какой-то ужас, то, что происходит, в том, что ты недостаточно украинец, ты недостаточно, а чего ты не воюешь, а чего ты там, а мы воюем, а ты не воюешь, а ты воевал, а я не воевал. То есть нет вот какого-то, вот раньше, я помню, там до Большой войны пытались там круглые столы какие-то, а что такое национальная идея, а как объединить, а как сшить. А после войны, получается, будет сшивать только, как правильно там говорил когда-то вице-премьер Кулеба, кладбище. Именно так, потому что вот вы подметили, там Россия, я еще сюда добавлю Соединенные Штаты Америки. Это называется политическая нация. В США та же история. Неважно, ты китаец, мексиканец, если ты гражданин США, ты себя называешь американцем. Да? Так же, как вы сказали, и в России, и во многих других странах существует понятие политической нации или народа, да, более правильно, наверное, говорить. В Украине же это понятие свели к этническому. Именно этническая нация, более того, не просто к этническому, еще взяли и разделили этническую нацию на три сорта, да, во время Виктора Андреевича Ющенко, который с этим, которого вы упоминали, как его, Шоном Пеном, да, на фотографии стоял. Блин, лица у них, конечно, да, ну, ребятам нужно за здоровье браться, прям тяжело смотреть. Вот, значит, Виктор Андреевич Ющенко, его окружение, значит, разделило украинцев по технологии три сорта. Значит, титульная нация, правильные украинцы, духовная нация – это западные украинцы. Вот, центральные украинцы – это что-то среднее, смешанное. И украинцы, и не очень украинцы. В общем, непонятно. И юго-восточные украинцы, по мнению политтехнолога Виктора Андреевича Ющенко и, собственно говоря, той технологии, это третий сорт. Это те, которые не украинцы, просто так вышло. Они почему-то живут на этой территории. Да? И когда начали пропагандировать и пытаться навязать всей стране идеологему одного региона, и люди с региона начинают приезжать и говорить: ага, у вас язык не тот, да, у вас улица неправильно называется, у вас памятник не там стоит, вы книги не те читаете, да вы выглядите не так, вы неправильные украинцы. Так может ты задумаешься, что если это не твой язык, не твой памятник, не твоя книга, не твоя одежда, не твоя внешность, так может ты не у себя дома, нет? Может быть, это люди немного отличаются от тебя, но вы живете в одной стране, потому что Украина соткана была из 3 проектов. То есть, по сути-то, если убрать то, о чем я еще до войны постоянно говорил, мы с вами это не в одном эфире обсуждали, если создать культурную децентрализацию, понятно, это про мирное время, это не во время войны сейчас, сейчас это практически нереально сделать. После войны это можно делать, да? Отдать идеологические вопросы, да, и именно не то, что идеологические, а как минимум там, как должна улица называться, да, какие книги читать, какая вывеска, какой памятник на откуп регионам,
то у политиков центральной власти, в центральном руководстве просто потеряется возможность манипулировать и спекулировать на этих вопросах. И, может быть, наконец-то, да, политики, которые должны управлять государством, займутся экономикой и международными отношениями, развитием промышленности, рабочими местами и благосостоянием народа, а не новой армией виры. Понимаете? То есть сместились акценты. Именно за смещение акцентов и произошел раскол в обществе. А сейчас вы говорите о том, что вот берет там кто-то нападает, кто-то кого-то мясом называет, тот руку ломает, да, ему. Или вот про девушку вы вспомнили. Я хочу напомнить зрителям, мы где-то в начале лета, наверное, с вами разговаривали и поднимали вопрос. Я еще говорил о том, что русский язык будет языком протеста. Именно среди украинской молодежи. Потому что сколько пружин не жми, но рано или поздно будет конечное. И оттуда уже сила действия будет равна силе противодействия. И этот протест, он начинается. А на фоне коррупционных скандалов, на фоне того, как вскрывают американцы, показывают, ну посмотрите, вот Зеленский, вот его окружение, вот здесь они деньги украли, вот здесь бронежилеты Умеров дырявые вместе с Миндичем поставлял вооруженным силам. Это тем, которых они превозносят. Это же армия. А они им дырявые бронежилеты. А посмотрите, как они мобилизуют людей. После этого, ну, когда тебя мясом назвали, ты сильно хочешь идти воевать и погибать? За что возникает вопрос у этих людей? То есть критическая масса недовольствия, она накапливается не только внутри общества, но и внутри вооруженных сил. И эта критическая масса – это огромнейшая угроза для действующего режима. Александр Лазарев был моим собеседником сегодня. Я благодарен за время и мысли. Спасибо. Друзья, благодарю, что посмотрели это видео, что подписывайтесь. Пишите в комментариях, что думаете. Очень интересно почитать ваши комментарии. Всем, несмотря ни на что, добра и света. И веры в лучшее. Ну, если не завтра, то послезавтра точно. Увидимся.